Доброго времени суток! С вами проект о русском языке с региональным акцентом «Великий и могучий». Знаете ли вы, что на Земле существует больше 7000 различных языков? Многие из них похожи как братья, поэтому разные народы отлично понимают друг друга. Некоторые языки, напротив, очень сильно различаются и по строению слов, и по принципу их написания. Однако во всех языках мира есть кое-что одинаковое. Ученые говорят, что это личные местоимения. Без них ни на одном языке мира просто невозможно построить разговор. Итак, личные местоимения указывают на лица или предметы, но не называют их. То есть они помогают обозначить того, кто говорит, того, для кого говорят, адресата речи и о ком идет речь в разговоре. Согласитесь, что это очень удобно, иначе нам бы пришлось десятки раз повторять имена людей и названия предметов и явлений, о которых мы хотя бы раз упомянули в долгой беседе. В русском языке всего 8 личных местоимений: я, мы, ты, вы, он, она, оно, они. Все они указывают на лицо или предмет и отвечают на вопросы «кто?», «что?». Знакомство с личными местоимениями помогает понять собственное место в речи на русском языке. На самом деле это очень наглядно. Местоимение «я» указывает на самого говорящего. Местоимение «мы» указывает на говорящего вместе с другими лицами. Например, «Я сегодня встретился с друзьями, и мы гуляли на набережной Вятки». Местоимение «ты» указывает на человека, к которому обращаешься. Местоимение «вы» называет несколько человек, как правило, твоих собеседников. Например, «Ты пойдешь со мной в кино?» Вы обещали мне совместную прогулку. Личное местоимение «он», «она», «оно», «они» указывают на людей, животных или предметы, которые не участвуют в диалоге. Только у этих местоимений можно определить род – мужской, женский или средний. Местоимение «он» используется вместо существительных мужского рода. Например, мальчик – он, кот – он, стул – он. Мама сказала мальчику, чтобы он выучил уроки. Местоимение «она» используют вместо существительных женского рода. Например, девочка – она, кошка – она, скамейка – она. Я хотела погладить кошку, но она убежала. Местоимение «оно» используют вместо существительных среднего рода, как правило, обозначая явления или предметы. Например, яблоко – оно, окно – оно. Папа попросил помыть окно, потому что оно стало серым от пыли. Местоимение «они» указывает на группу людей, которые не участвуют в разговоре, либо на группу предметов, о которых идет речь. Дети – они, собаки – они, ящики – они. Дети снова пришли в школу. За время каникул они соскучились по своим учителям. Мальчик играл с 2 собаками. Они весело лаяли и ловили палку. Личные местоимения не только помогают упростить устную речь. Это инструмент выразительности в художественных произведениях. Вятские писатели тоже им пользовались. Вот отрывок из повести Альберта Лиханова «Последние холода». Видно, на лице моем блуждало недоверие, а может и просто недоумение. Я еще никогда в жизни не ел по-зимнему одетым. И она улыбнулась. Да не бойся, когда холодно, мы разрешаем. Отрывок из книги Натальи Русиновой
кикиморские сказки. А в это время шли через пруд по мостику мама с дочкой в красивых соломенных шляпах. Они недавно в эти места переехали, дом тут купили, не знали еще про кикимор. Увидели девочку в болоте, подбежали, из воды ее вытаскивают, грязь оттирают. «Девочка, бедненькая, что с тобой случилось?» «Да я в болото с горы свалилась, домой идти не знаю как, мамка выдерет». Глазом не моргнув, выдумала Марфутка. Она сразу сообразила, что здесь здоровскую заморочку отмочить можно. «Провалиться мне на этом месте, если вру», — сказала она. «Ой!» — взвизгнула она, проваливаясь по колени. Поспешно вытянула ноги из земли и заулыбалась во весь рот. «Соврала немножко», — смущенно призналась она, прикрываясь ладошкой. Не буду», — сказала она куда-то в землю. «Пойдем к нам, я тебя вымою и побежишь домой чистенькая», — пожалела ее девочкина мама. Она не заметила, как только что произошло нечто не совсем обычное. Ну что, сегодня мы узнали многое о личных местоимениях. Перейдем к домашнему заданию. Расскажите нам в любом формате о себе, используя личные местоимения. Вы можете написать эссе, снять видео или записать аудио. При этом ваша работа может быть на английском языке, а вот личные местоимения в ней должны быть на русском. Порепетируем. Меня зовут Ольга, я ваш преподаватель, я рада буду познакомиться с вами и так далее. Или My name is Olga, я am your teacher, я will be glad to get to know you, and so on. Публикуйте свои работы в любом формате. Текст, видео, аудио с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. До скорых встреч на наших следующих уроках!